Как только ее отец каждый вечер узнавал невероятную правду о местонахождении своей дочери, его переполняли эмоции, и он безудержно плакал, прежде чем поспешно схватиться за телефон, чтобы позвонить в полицию. В откровенном интервью средствам массовой информации отец выразил свое полное недоумение по поводу того, как его дочери удавалось осуществлять свою тайную деятельность незамеченной в течение столь длительного периода. Он заявил, что если бы он и его жена знали о ситуации раньше, они бы вмешались без колебаний. В течение 4 дней подряд Том находил комнату своей дочери пустой в одно и то же время с 1800 до 1900. Эмма могла бы играть неподалеку, но она никогда не уходила далеко от дома. Обеспокоенный ее странным поведением, Том спросил ее об этом, но она просто ответила, что это ее дело. Как у 7-летнего ребенка мог быть секрет, которым она отказалась поделиться со своим собственным отцом? Том больше не мог ждать ответа от Эммы, поэтому решил разобраться в этом вопросе сам. На 5-й день, когда Эмма снова исчезла, Том обыскал ее комнату, полной решимости выяснить правду. У него был на это всего час, и он начал с того, что перерыл все коробки с одеждой и игрушками, но ничего не нашел. Именно тогда он заметил листок бумаги у нее под подушкой, и это возбудило его любопытство. Том взял записку и прочитал ее. В нем говорилось: «Приходи в дом на краю видимости ровно в 1830 году вечера». Кто это написал и почему ему попросили прийти одну? Несколько дней подряд у Тома не оставалось иного выбора, кроме как последовать за своей дочерью и выяснить правду. Том слишком хорошо знал, как выглядит дом на краю поля зрения. Его семья владела участком площадью в 5 гектаров или 12 акров в течение почти 100 лет. Однако в нем никто не жил уже почти 50 лет. Насколько он знал, это были старые заброшенные обломки, которые лучше было не трогать. На 6-й день таинственного исчезновения своей дочери Том был в состоянии повышенной готовности. Стояла осень, и солнце начинало садиться все раньше и раньше. В тот день закат солнца пришелся на то же время, что и встреча, на 1830 вечера. Он сидел, примостившись на краешке стула в гостиной, дверь была открыта, и его глаза были устремлены на вход, ожидая каких-либо признаков ухода Эммы. По мере того, как часы приближались к назначенному часу, его беспокойство росло. К сожалению, он погрузился в размышления всего на минуту, но этого хватило Эмми, чтобы ускользнуть незамеченной. Том вскочил со своего места и бросился к задней двери, где мельком увидел Эмму, исчезающую в густых зарослях листвы. С бешено колотящимся сердцем Том нырнул в подлесок, полной решимости раскрыть секреты, которые слишком долго ускользали от него. Он выполз из подлеска, чтобы получше разглядеть Эмму, которая подбегала к заброшенному дому. Наблюдая за своей дочерью, он мельком заметил странную фигуру, стоявшую на балконе. Он чувствовал, как колотится в груди его сердце, когда он пытался разглядеть черты этой фигуры. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо отчетливо, но он мог сказать, что это была женщина, и она, казалось, смотрела прямо на него. Том наблюдал, как Эмма постучала в дверь заброшенного дома и вошла. Внезапно в ночной тишине раздался громкий треск, и Том подпрыгнул от испуга. Он выглянул из-за дерева и увидел, что женщина уже ушла с балкона. Страх пополз у него по спине, и он начал подумывать, не повернуть ли ему назад и вообще забыть о записке. Но потом он услышал слабый звук, доносящийся со стороны дома. Это было тихое поскуливание, похожее на хныканье маленького зверька. Любопытство Тома взяло верх, и он осторожно направился к дому. Как обеспокоенный отец, Том знал, что должен последовать за ней, но то, что он обнаружил, заставило его расплакаться.
Сердце Тома бешено колотилось, когда он бесшумно отпер черный вход в заброшенный дом. Он знал, что его дочь Эмма находится внутри с незнакомкой, женщиной, чей голос он не узнал. Том прокрался по темному коридору, следуя за голосами, пока не присел на корточки у дверного косяка и не прислушался к их разговору. Но что-то было не так. Он слышал шаги, и они принадлежали не только Эми и той женщине. Внезапно Эмма распахнула дверь и вышла. Первоначальный план Тома последовать за ней домой изменился. Он решил выяснить, что происходит внутри дома. Реклама, когда он вернулся, то не мог поверить в то, что увидел. Более 20 собак заполнили комнату, а в углу сидела незнакомая ему пожилая женщина. Том подошел к ней и потребовал объяснений, но женщина, Линда, заплакала. Она рассказала Тому душераздирающую историю об одиночестве и отчаянии, которые привели ее к жизни на улице с бродячими собаками. Эмма нашла ее и пригласила пожить в пустующем доме в поместье его семьи. Эмма навещала ее и собак каждый день, принося еду из дома, чтобы помочь им выжить. Она рассказала Тому, как Эмма навещала ее каждый день, не только для того, чтобы приносить еду, но и для того, чтобы побыть в компании и выслушать. Для Тома было облегчением наконец узнать, чем занималась его дочь все это время, и трогательная история о ее доброте довела его до слез, когда он расплакался перед этой женщиной. Реклама заверила его, что он вырастил поистине замечательную дочь, и он должен гордиться ею. Обнаружив старуху и ее свору собак, живущих в заброшенном доме его семьи, Том понял, что должен помочь. С помощью его жены они нашли Линди и ее собакам настоящий дом. Они позаботились о том, чтобы Линда жила в комфортных и безопасных условиях, где она могла бы продолжать заботиться о своих любимых собаках. Когда пожилая женщина поселилась в своем новом доме, Том и его жена решили превратить пустой дом в приют для собак. Однако они знали, что открытие приюта потребует значительного объема финансирования. Том, его жена и их заботливая дочь Эмма решили начать благотворительный сбор средств, чтобы собрать необходимые средства. Они были увлечены своим делом и обратились за поддержкой ко всем, кого знали. Они создали кампанию в социальных сетях и регулярно публиковали информацию о своих успехах, делясь трогательными историями о собаках, которых они уже спасли. Эмма даже установила киоск с лимонадом на обочине дороги, чтобы самой помочь собрать деньги. Сбор средств имел огромный успех, и они смогли собрать достаточно средств, чтобы переоборудовать старый дом в приют для собак. Они неустанно трудились, чтобы каждая деталь была идеальной. Они хотели, чтобы приют стал местом, где собаки могли бы чувствовать себя в безопасности, уюте и любви. Наконец, после нескольких месяцев напряженной работы и самоотверженности, приют был готов открыть свои двери. Линда и ее собаки были первыми жильцами, и вскоре начали прибывать другие нуждающиеся собаки. В конце концов Линда взяла на себя роль смотрительницы за собаками, которые поступали в приют. Приют обеспечивал уход и внимание собакам всех возрастов и пород. Они получали ветеринарную помощь, регулярные физические упражнения и были помещены в приемные семьи в ожидании своего вечного дома. Приют имел огромный успех, и вскоре Тому и его жене пришлось нанять дополнительный персонал, чтобы справиться с наплывом собак. Они расширили свою деятельность, предлагая услуги по усыновлению и программу дрессировки собак. Приют стал маяком надежды для нуждающихся собак, и они смогли спасти много жизней. Том и его жена гордились добротой и бескорыстием своей дочери. История о собачьем приюте Эммы и Линды распространилась по всему городу, и все восхищались состраданием и храбростью 7-летней девочки.
Они даже получили письма и фотографии от счастливых владельцев собак, которым благодаря приюту был дан второй шанс на жизнь. Том и его жена знали, что у их дочери большое сердце, и им не терпелось увидеть, какие еще невероятные вещи она совершит в будущем. На данный момент они были благодарны Эми за урок, который она преподала им всем. Всегда есть надежда, и один единственный акт доброты может все изменить.